Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре радиосистема от компании Holyland Lark 150. Это цифровая двухканальная радиосистема, которая работает на частоте, конечно же, 2,4 ГГц с двумя передатчиками, одним приемником и кейсом, он же пауэрбанком для подзарядки. Давайте я вам расскажу, что входит в комплект. Внутри мы видим, во-первых, это инструкция, и достаточно подробно рассказывается и показывается все характеристики данного устройства. В комплекте идет вот такой вот фирменный чехольчик с логотипом Holyland, но честно скажу, что я им не пользуюсь, я пользуюсь просто вот такой вот барсеткой, что ли. Все, что осталось у меня в этом чехольчике, это запасные поролончик для петличек. И да, петлички идут в комплекте, сейчас я вам их покажу. Вот такая вот петличка, достаточно неплохая. Таких петлички 2 штуки. И лично мне они нравятся. Это почему? Потому что они, во-первых, удобные, во-вторых, они аккуратные. Про звук, ну, это обычная петличка, ничего сверхъестественного. Микрофоны в петличке и в самом передатчике все направленные. Дальше также идет в комплекте кабель для зарядки. Кабель для зарядки именно кейса. Почему кейса? Потому что только кейс заряжается от кабеля. Это кабель Type-C. Дальше идут вот такие вот ветрозащиты, но эти ветрозащиты только для внешних вот этих вот передатчиков. Для петличек они не предназначены. Я думаю, что задумка такая, что если ты находишься в помещении и делаешь какое-то интервью, обзор или тому подобное, то в помещении никаких ветров, в принципе, и шумов быть, ну, в априори не должно быть. Поэтому я думаю, что в помещении они как бы намекают, что нужно пользоваться петличками, именно проводными. А на улице вот так вот ставить просто передатчик, который имеет, еще раз говорю, тоже всенаправленный микрофон, и просто втыкается вот эта ветрозащита, которая достаточно хорошо работает. Что касается конкретно вот этих ветрозащит, они сделаны очень и очень продуманно. Это, насколько я знаю, первая такая вот реализация крепления именно к данному передатчику, что оно имеет имитацию, пластмассовую имитацию 3,5 миллиметрового входа для наушников, и просто туда втыкается данное гнездо, и таким образом оно очень и очень хорошо держится, потому что, насколько я знаю, петлички, которые были до данной радиосистемы, они имеют какие-то маленькие клипсики, какие-то защелочки такие, достаточно хиленькие, и многие блогеры просто боялись их потерять, боялись где-то что-то лишний раз зацепить, чтобы оно не отлетело. Поэтому данная реализация — это один из плюсов именно данной системы. Также в комплекте идут 2 кабеля для подключения именно к камере и к телефону. Ну и, собственно, вся комплектация. Так, давайте я вам покажу сам кейс. Смотрите, вот такая вот реализация. Кейс достаточно маленький, компактненький, несмотря на то, что он кажется квадратным и неудобным, но он как бы достаточно удобный, он даже просто помещается в карман. Вот взяли камеру, взяли телефон, если вы снимаете на телефон, кейс в карман засунули, и вы готовы к записи какого-то вашего видео. Кейс сделан с достаточно хорошего пластика. Некие обзорщики говорили, что это, скорее всего, может быть металл, алюминий и тому подобное. Нет, это пластик, это 100% пластик, и пластик, хорошего качества, хорошего уровня, и цена-качество здесь просто идеальная, как по мне. Давайте я вам покажу, что здесь на данном кейсе есть. Во-первых, на верхней крышке здесь логотип Holyland и модель Lark 150. В задней части здесь выход USB Type-C и дырочка для перезагрузки, если вдруг что-то глюканет, и то есть можно просто засунуть туда скрепочку и перезагрузить это все. Я, кстати, делал это 1 раз, потому что у меня стоял где-то месяц, походу разрядился или что-то глюкануло, короче, и мне пришлось 1 раз воспользоваться данной дырочкой для восстановления работоспособности, так скажем. На передней части у нас есть один индикатор, который показывает уровень заряда. Здесь есть 3 обозначения уровня заряда. Это зеленый, соответственно, заряжен, желтый, соответственно, как бы половинка, 50%, и красный. Красный — это уже как бы повод заканчивать ваше видео.
Что касается емкости данного кейса, как бы я уже думаю, вы уже знаете, что данный кейс это Powerbank именно для данного устройства. Имеет емкость 3350 мАч, который заряжает все устройства, 2 передатчика и 1 приемник 2,5 раза. Сам кейс заряжается до полной зарядки 2,5 часа. Давайте откроем кейс. В кейсе, как вы видите, все очень просто и продумано. Во-первых, это 2 слота под передатчики, да, то есть справа и лево. Как бы они взаимозаменяемые, там без разницы, как вы поставите этот сюда или этот сюда, это не имеет значения. И слот для приемника. Здесь также есть маленькое отделение для каких-нибудь дополнительных вещей. Я думаю, что это как бы задумка для того, чтобы тут хранить именно провод, который вы используете для видео, да, то есть сигнала с приемника в камеру. То есть я его здесь как раз и храню, он как раз сюда помещается. Больше ничего сюда не помещается, ни ветрозащиты, к сожалению, ничего. И нельзя надеть ветрозащиту вот такую вот и засунуть в кейс, он просто не закроется. Что касается коннекторов и зарядки, здесь 4-пиновые коннекторы. При подключении идет автоматическая зарядка с кейса, да, то есть он же Powerbank. Давайте же я вам расскажу немножечко подробнее о передатчике и приемнике. Во-первых, передатчики, они маленькие, они очень легкие, и передатчик вот этот он весит 21 грамм. Емкость аккумулятора в передатчике составляет 200 мАч. Данного аккумулятора хватает данному устройству, чтобы передавать 4 часа. Чтобы зарядить конкретно данный девайс, именно передатчик, понадобится 1,5 часа. Что касается приемника, он немножечко побольше. Там встроенный аккумулятор 530 мАч, который работает около 7 часов, заряжается 2 часа. Чтобы зарядить, еще раз повторюсь, всю систему, нужно 2,5 часа. Вот такие вот цифры. Я вам расскажу и покажу, что находится, какие разъемы имеет передатчик и приемник. Во-первых, передатчик имеет с задней части передатчик 4 коннектора, которые подключаются к пауэрбанку, кейсу для зарядки. Дальше в передней части есть дырочка для петлички, той же самой 3,5 миллиметровой, сеточка с всенаправленным микрофоном и 2 светодиода. Первый светодиод показывает уровень заряда, да, то есть такой же самый, как и на кейсе, это зеленый, желтый и красный. И также светодиод, который показывает подключение и работоспособность, да, то есть когда он загорелся синеньким, это значит, что устройство подключило и микрофон готов к работе. Также компания заявляет, что подключение с коробки занимает 3 секунды. Я думаю, что это правда, потому что она реально очень быстро подключается и не было никаких проблем с подключением ни разу. На боковой части данного передатчика есть кнопочка, на которой написано это Power и это Mute, да, то есть вы можете отключить, грубо говоря, руками устройство, выключить и также включить, конечно же. И также эта кнопочка при однократном нажатии является как выключение данного микрофона, передачу звука, да. Также стоит сказать, что выключение микрофона уже на приемнике, нажимаете на колесик, и тот канал, на колесико которого вы нажали, однократно он выключает тоже данный звук. Это очень тоже удобно. И также, конечно же, на дисплее появляется иконочка. Также с другой стороны передатчика есть тоже дырочка для перезагрузки. Ну и, конечно же, клип для крепления на одежду, на крепление еще куда-то. Что касается приемника, приемник, во-первых, имеет OLED дисплей цветной, который все очень четко, удобно и понятно показано все подключение. Во-первых, есть уровень звука, вы можете регулировать уровень звука, также уровень сигнала, да, то есть там есть полосочки, и уровень заряда аккумулятора. Во-первых, аккумулятора самого приемника и аккумуляторов передатчиков. Это тоже очень удобно мониторить вашему оператору. Также приемник имеет 2 крутилочки, которые, во-первых, конечно же, крутят звук, да, то есть регулируют звук, и имеет еще некие функции. Во-первых, одна из них это Mute, да, выключение микрофона того канала, на который вы нажимаете, да, то есть это логично, то есть правый и левый. И если кратковременно зажимать, меняется режим работы. Про режим работы я вам расскажу чуть попозже. Также устройство имеет 2 светодиода, которые немножечко отличаются по цвету. Да? То есть один голубой, такой голубоватый, второй темно-синий.
Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы понимать, какой канал где находится, потому что вы можете перепутать, ну, грубо говоря, условно перепутать правый и левый микрофон и крутить что-то не то. Также на приемнике есть кнопочка включения-выключения. И, конечно же, с задней части, нижней части, те самые 4-пиновые контакты для заряда, для подключения к кейсу данного устройства. С левой стороны, если смотреть на устройство, есть выход для подключения к камере, и с другой стороны для подключения к телефону. Давайте теперь я вам расскажу, какие режимы работы есть, так как мы уже затронули эту тему. Он имеет 4, ну, заявлено 3, но по факту 4 режима работы. Первый режим работы — это монорежим, да, то есть когда вы пишете или с одним передатчиком, или с 2 передатчиками в один канал. Также есть режим стерео, и тогда у вас есть, во-первых, возможность редактировать каждый канал отдельно, и когда вы пишете двоих человек, одного человека можно где-то сделать потише, второго где-то погромче и тому подобное. Также третий режим — это режим Safe, так и он называется, Safe. Один канал в 0 дБ, а второй пишется минус 6 дБ. Чтобы не потерять звук, да, то есть когда звук просто резко начинает кричать или там взрыв какой-то, не дай бог, как у нас в Украине сейчас. И также есть режим, который написано фон. Давайте же с вами подытожим. Во-первых, это непрофессиональная радиосистема на 2 микрофона. Это очень хорошая, качественная система с хорошей передачей звука, с достаточно хорошей дальностью передачи звука. Очень легкая, компактная, продуманная. Возможно ее подключать и к телефону, и к камере. Имеет очень достаточно хороший запас работы, да, то есть 4 часа. Быстро заряжается, компактно, удобно переносится. Единственный минус, о котором я бы сказал, это отсутствие возможности подключать зарядку на устройство по отдельности. Да, то есть ни передатчик, ни приемник нельзя подключать проводом физически к зарядке. Почему так сделали? Ну, скорее всего, для экономии места. Я думаю, что компания уверена в своем кейсе. Почему? Потому что если выйдет из строя вот этот вот кейс, вы не сможете подзарядить свое устройство каким-то другим образом. И must-have, которая стала очень удобной и прорывом, как я считаю, это защелка для ветрозащиты. Вот это вот. Я думаю, что многие компании после данного устройства будут использовать именно такую систему защелки. Могу ли я вам рекомендовать данную систему? Конечно же, да, это очень хорошая, как я еще сказал, я думаю, надежная, компактная и качественная система за свои деньги. Поэтому покупайте, пользуйтесь, записывайте видео, я думаю, что вам тоже зайдет. Сейчас я вам покажу тот тест, который я снял у меня в саду. Вам приятного просмотра дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите свои вопросы в комментариях. И самое главное, мирного неба над головой. Все, всем удачи, всем пока. Приятного просмотра. Так, ну что же, друзья, да, пришло время тестов. Я уже одел шапку, потому что, ну, реально, тут очень холодно и дует ветер. Сейчас я попробую пройти туда, к вам спиной, а потом вернуться. И вы посмотрите, какой сигнал, где пропадает или не пропадает. Я надеюсь, он не пропадет. Ну что же, погнали. Так, пока я иду, я буду вам рассказывать еще какие-то подробности по поводу этой радиосистемы. Давайте опять же посмотрим и разберемся, что данная радиосистема очень компактная, да, то есть она имеет 2 передатчика, 1 приемник, которые помещаются, имеют свой личный кейс, который помещается в карман, грубо говоря. И это достаточно удобно, что для записи вам нужно только кейс. Вы взяли кейс, поставили в сумку и пошли. Так, что там пишут? И пошли. Вот я иду к вам спиной, надеюсь, звук еще есть. Так, ну, где-то я уже, наверное, метров на 50-60 отошел от вас. Тут деревья, как вы видите, это сад. Это тут сад, тут яблоки такое, что-то растет. Так, я надеюсь, вы меня еще видите, потому что реально я уже дошел далеко, так как я в черном. И здесь сейчас не так зелено, и вы меня можете потерять. Вот на такое расстояние я отошел, наверное, метров 100, ну, может быть, есть, не есть, дальше нет смысла идти. Я развернулся к вам спиной, ой, вернее, лицом,
и возвращаюсь. Я надеюсь, вы меня можете уже видеть. Итак, что касается дальности работы, я думаю, вы уже видите, что дальность работы достаточно велика. Я снимал обзор автомобиля и скажу вам, что когда садишься в автомобиль, то связь не пропадает, потому что моя прошлая радиосистема от компании Боя, связь пропадала и пропадала очень и очень плохо. И постоянно нужно было мониторить. Для мониторинга звука тоже есть выход под наушники. Сейчас у меня оператора своего нету, но я думаю, что звук мониторить при такой радиосистеме особо не нужно. Вот я спрятался за дерево. Я не знаю, есть ли звук, но я думаю, что есть. Я думаю, что деревья не такая преграда для данной радиосистемы, чтобы терять звук. Вот уже где-то метров 3, 2, и вот метр. Давайте сделаем зумчик красиво, чтобы было. Данная радиосистема очень и очень крутая. Она мне очень нравится. Мне очень нравится, что она все в один кейс, который подзаряжает. За все время вот этой нашей съемки сегодняшней я потратил около часа. Плюс настраивался, плюс еще что-то буду снимать. У меня камера уже разрядилась, но система, которая имеет 4 деления батареи на передатчиках, упала всего лишь на одно положение, да, то есть 25% заряда передатчиков ушло, да, то есть если так плюс-минус посчитать, что действительно 4 часа работы данная система должна выдержать, да, понятное дело, это не профессиональная радиосистема, это система очень хорошего и топ-левела для блогеров, для каких-то обзоров, для интервью и тому подобное. Система, и она не предназначена для профессионального использования. Я немножечко позамерз, потому так странно говорю, наверное. Итак, друзья, вот такая вот радиосистема, которая вот правая, левая или наоборот, не суть. В общем, радиосистема от компании Holyland Lark 150 очень сильно мне понравилась. Единственный минус то, что я сказал, что нет возможности подзаряжать его отдельно, но я надеюсь, что этот нюанс не просто косяк разработчиков, это просто надежность и уверенность компании в кейсе, что он будет служить и служить много вам и мне в том числе времени. Вроде бы как все рассказал, вроде бы как все сказал. Данную радиосистему я очень сильно могу рекомендовать, она остается у меня. На данную радиосистему будут сняты все обзоры, и вы можете видеть и слышать звучание, которое есть. Больше, наверное, ничего сказать не можно, потому что все и так очень хорошо. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои вопросы, комментарии. Я буду стараться на них отвечать. Все, всем удачи, всем пока.